Прошел год с начала протестов 2020 года, и каждый день для белорусов это памятная дата потерь. И сегодняшний день не стал исключением. В ночь с 11 на 12 августа в реанимации туберкулезной больницы Гомеля скончался 25-летний Александр Вихор. Официальная причина – обострившееся заболевание сердечно-сосудистой системы. В Следственном комитете даже пытались обвинить парня в передозировке наркотиками, что якобы повлияло на летальный исход. Однако после экспертизы им пришлось за это извиняться перед родителями Александра. Ну, как бы там ни было, в возбуждении уголовного дела было отказано, мол, в смерти Вихора никто не виноват. А вопрос, откуда у парня переломы ребер и грудины, а также множественные гематомы, так и остался без ответа. Напомню, что Александр Вихор попал в реанимацию сразу после СИЗО. Парня задержали вечером 9 августа, когда он шел на встречу со своей девушкой и жестоко избили. После этого был суд, всех задержанных несколько часов не выпускали из автозака. Так как у Александра тахикардия, ему стало плохо, он начал просить о помощи и кричать, но вместо того, чтобы помочь, его били дубинками, распыляли в лицо перцовый газ и надевали наручники. После этого у задержанного случился нервный срыв, и его отвезли в психиатрию, где, по версии врачей, у него и остановилось сердце. В дальнейшем его доставили в реанимацию, но было уже слишком поздно. К годовщине смерти Александра Вихора журналисты «Радио Свобода» подготовили фильм «Расследование». Ссылку на него вы найдете в описании к этому видео. Литва заявила о намерении с декабря текущего года прекратить транзит белорусских колейных удобрений. Причиной такого решения, озвученного министром транспорта и коммуникации, стали новые американские санкции, которые были введены на этой неделе. Стоит отметить, что в отличие от европейских санкций, под которыми оказался Беларусь калий, американские не предполагают оговорок. Например, под европейские ограничения не попало основное удобрение, поставляемое Солигорским заводом. В свою очередь, Штаты применяют меры ко всей продукции калия. Но и здесь есть нюанс. Во-первых, американские компании обязаны завершить все сделки с предприятием до 8 декабря. А во-вторых, главный экспортер удобрений, белорусская калийная компания, может не попасть под санкции. Дело в том, что формально трейдер не включен в санкционный список, куда могут автоматически попасть компании, которыми опальные предприятия или люди владеют на 50 и более процентов. А доля Беларусь-Калия в компании-экспортере составляет 48%. По мнению советника Светланы Тихановской по экономическим реформам Олеся Лихновича, ситуация может развиваться следующим образом. Даже если режим будет продавать калий только в Китай и Индию, США могут наказывать покупателей. Калийной компании, в свою очередь, придется продавать любые товары, кроме белорусского калия, ведь в этом случае организация будет наказана, как и все контрагенты по цепочке. А вот когда возить удобрения через Клайпеду станет невозможно, режиму, вероятно, придется договариваться со своим единственным союзником Кремлем и перебазироваться в Мурманский порт, где замерзает море. Отметим также, что ситуация с Беларусь-Калием и компанией Яра завтра будет обсуждена во время визита Светланы Тихановской в Норвегию. Предприятие до сих пор не прекратило закупать продукцию белорусского завода, потому что не хочет бросать рабочих. О вариантах решения проблемы народный лидер поговорит с гендиректором Яра, который уже сообщил, что с нетерпением ждет этой встречи. К санкциям против режима и его пособников продолжают присоединяться новые страны. Вслед за Норвегией о своем решении поддержать европейские меры заявила Швейцария. Ограничения, которые вводит одно из богатейших европейских государств, включают запрет на поставку оборудования, которое может использоваться для контроля интернета, некоторых калийных удобрений и нефтепродуктов, товаров для изготовления табачной продукции, предоставления кредитов и займов, услуг страхования для госорганизаций и ряд других. Отметим, что Швейцария входит в десятку ключевых стран-потребителей белорусских услуг. Только в прошлом году товарооборот между странами составил около 200 миллионов долларов. При этом основными товарами, которые Беларусь отправляет на экспорт, является продукция сельского хозяйства, пищевой, химической и деревообрабатывающей промышленности. Вместе с тем, Швейцария входит в число крупнейших инвесторов в экономику нашей страны. Таким образом, обрубая все мосты в отношениях с европейскими партнерами, Лукашенко наносит непоправимый ущерб экономике. Что ж, ожидаем очередного разоблачительного видео на Геббельс ТВ, где нам расскажут, что в Америке линчуют негров, а в Европе творится форменный фашизм. Ведь именно так проще всего объяснить собственную политическую несостоятельность.
Беларусь, белорусу, белорус. Этот тезис доказала 25-летняя сотрудница отдела принудительных наказаний, благодаря которой почти 600 должников государства в прошлом году не получили свои письма счастья. По роду своей деятельности девушка должна была рассылать уведомления о наличии долга по месту работы людей, имеющих штрафы, но не делала этого. Документы либо отправлялись на неправильные адреса, либо не высылались вовсе. Таким образом, сотрудница ОПИ действовала не в интересах режима, а на благо граждан, поскольку исполнительные производства списывались в архив. Отметим, что в 2020 году существенная доля выносимых штрафов касалась политических дел, преимущественно по народной статье об участии в массовых мероприятиях. Не исключено, что такие действия сотрудницы стали выражением ее гражданской позиции. К слову, телеграм-канал столичной милиции, сообщивший об этом инциденте, не упоминает о том, что девушка получала взятки за списание долгов. Вероятно, она просто хотела работать по совести. В итоге режим не досчитался более полумиллиона рублей. К сожалению, быть честным и помогать людям в Беларуси уголовно наказуемо. На сотрудницу ОПИ возбуждено дело о злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Ей может грозить до 6 лет лишения свободы. В Конституции, которую Лукашенко намерен перекроить в очередной раз, не останется упоминания о том, что власть в стране принадлежит народу. К такому выводу можно прийти, наблюдая за последними событиями. Вслед за ненавистными змагарами, журналистами и негосударственными организациями синие пальцы слуг режима дотянулись и до платформы, которая была создана для выражения интересов и мнения народа Беларуси. Речь идет об инициативе «Сход», которая позиционирует себя как независимая площадка без протекции каких бы то ни было политических сил. На платформе происходит общенациональное голосование за народных делегатов. По сути, это некий аналог ВНС, где белорусы действительно могут выбирать тех, кто достоин говорить от их лица. Безусловно, такое положение дел не могло не привлечь внимание диктатора. Вчера стало известно об обысках у 22 делегатов «Схода». Среди них оказался экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который один из первых публично осудил насилие против мирных демонстрантов в 2020 году и подал в отставку. На данный момент известно, что дипломат по совместительству первый председатель «Схода» оказался среди задержанных делегатов и сейчас находится в СИЗО на Окрестина. Отметим, что в середине марта представители платформы обратились ко всем политическим силам, включая администрацию Лукашенко, с призывом присоединиться к открытым слушаниям о выходе из политического кризиса. «Наш народ ждет отличное будущее, ведь мы его заслужили», написал в одном из писем политзаключенный Николай Статкевич, которому сегодня исполнилось 65 лет. Трудно подсчитать, сколько из них он провел в неволе, ведь режим не прощает тех, кто переходит ему дорогу. Николай Викторович прошел длинный путь от военного до оппозиционного политика, лидера партии «Народная громада». В 2005 году его судили за организацию мирной демонстрации против фальсификации выборов, а в переломном 2010-м он баллотировался в президенты. Итогом стало очередное уголовное дело и 6-летний срок, который он отбыл не полностью. Аккуратно накануне очередной электоральной кампании Лукашенко решил смилостивиться над своими оппонентами и досрочно их выпустить. Впрочем, во время так называемых выборов 2020 года все повторилось снова. В свой юбилей Николай Статкевич находится в одиночной камере. Сегодня идет 437-й день, как он оказался за решеткой по обвинению в организации беспорядков. Суд над ним продлится как минимум до конца августа и будет проходить в закрытом режиме. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Напомним, что для политзаключенных письма являются главным источником новостей со свободы. Поэтому не забудьте поздравить несгибаемого белоруса и рассказать ему о происходящем. Адрес для писем мы оставим в описании к этому видео. Друзья, сегодня в 20:00 на нашем втором канале Маланка Лайв. Подключайтесь к нашему ток-шоу «Народ спросит». Обсудим темы, которые в течение недели предлагали нам вы. А в 21:00 на основном канале Маланка Медиа смотрите интервью, посвященное годовщине женской акции протеста. До встречи завтра и живи Беларусь!